Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мария Фараонова. Сегодня мы с вами вышьем крысу. Символ 2020 года в очень интересной технике. Вот такая крыска получилась у меня и должна получиться у вас. Материалов для вышивки нам потребуется совсем немного. Возьмите плотную ткань красного цвета, у меня это хлопок, мулине следующих расцветок: черный, желтый, коричневый, красный, а также нам понадобится металлизированная нить под золото, пяльцы, 2 иглы для вышивки и ножницы, а также схема для вышивки, которую можно скачать под этим видео. Итак, давайте начнем. Первым делом я предлагаю вам перевести схему на ткань. И покажу один способ, которым я часто пользуюсь при переводе схемы на темную ткань. Возьмите картон, либо какой-нибудь другой достаточно мягкий материал. Он нам нужен будет для подложки. На картон мы приклеим с помощью скотча схему. Теперь возьмите прозрачную пленку. Можно воспользоваться пленкой от обычной канцелярской папки. Положите пленку поверх рисунка и также закрепите скотчем. Теперь возьмите иглу с острым кончиком. Игла должна быть такая, чтобы вам было ее удобно держать в руках. И начинаем по контуру проходить рисунок. То есть прокалываем пленку так, чтобы на ней образовались дырочки по контуру рисунка. Так проходим абсолютно по всем линиям схемы, не пропуская ни одной, включая внутренние и внешние линии. Работа эта довольно утомительная, но зато ваш шаблон получится многоразовым. Вы можете его использовать многократно. Очень важно, чтобы ни пленка, ни схема во время этой процедуры не сдвигались, поэтому мы и закрепляли их скотчем. А картон нам нужен для того, чтобы не портить стол, который находится под картинкой. Теперь можно снять пленку и смотрим, что у нас получилось. А получился у нас вот такой шаблон с дырочками. Теперь берем подготовленный отрез ткани и накладываем сверху шаблон в том месте, где мы хотели бы, чтобы у нас был рисунок. Также закрепляем скотчем. Я использую бумажный скотч. Обязательно закрепляйте, потому что если в процессе перевода рисунка у нас что-то сдвинется, у нас не будет возможности исправить ошибку. Теперь берем обычную зубную пасту и ватные палочки. На ватные палочки набираем зубную пасту и начинаем промазывать те участки, где у нас дырочки. Таким образом, чтобы зубная паста прошла через эти дырочки на ткань. Старайтесь работать достаточно быстро, чтобы паста не успела засохнуть. Теперь аккуратно снимите пленку. Ткань с рисунком натяните на пяльцы. Пяльцы выбирайте такого размера, чтобы картинка помещалась полностью. Начинаем вышивать. Сначала мы проложим контуры. Возьмем для этого мулине желтого цвета в 2 сложения и металлизированную нить золотистого цвета. Чтобы закрепить нить, отрежьте нить мулине длиной в 2 раза больше, чем нужно, сложите в 2 раза и вденьте в иглу, таким образом, чтобы на конце получилась петелька. Введите иглу в ткань, оставляя петельку. Теперь проведите иголочку через эту петельку и затяните. Во вторую иглу вденьте металлизированную нить.
Вышивать будем выкладной нитью. Это значит, что нить желтого цвета мы будем выкладывать по контуру на лицевой стороне. А ниточкой золотистого цвета маленькими стежками будем эту нить закреплять. Закрепляющие стежки металлизированной нитью старайтесь делать на равном расстоянии друг от друга. Таким образом проходим контуры ушка, а на уголке делаем 2 закрепляющих стежка. Доходим до конца элемента и уводим ниточку с желтым мулине на изнанку. Далее иголку выводим в начале следующего элемента. В нашем случае это внутренний контур уха. И продолжаем выкладывать нить по контуру. Таким образом проходим все контуры. Внешние контуры крысы, внутренние и внешние контуры ушей, хвост, лапки, глаз, а также внутренний узор на тельце крысы. Когда заканчивается основная ниточка, меняйте ее на другую. Только не забывайте, что лучше это делать не в середине элемента, а где-то в уголке, там, где будет незаметно.
Не забывайте, что на уголках и поворотах ниточку нужно закреплять получше, как минимум 2 стежками, а то и 3. Контуры глазика выкладывайте точно так же. Вышиваем зрачок. Для этого нам понадобится мулине черного цвета в одно сложение. Сначала проложим контур зрачка швом назад иголку. А затем атласной гладью вертикальными стежками вышьем сам зрачок. Контур при этом должен остаться внутри. С правой стороны зрачка оставьте небольшой невышитый участок. Мы его потом заполним желтой нитью. Желтую нить также используем в одно сложение. Теперь коричневой нитью в одно сложение вышьем контуры стежка швом назад иголку. Так мы красиво выделим глазик. Перейдем к носику. Носик будем вышивать атласной гладью с настилом. Для этого возьмем сначала мулине черного цвета в 2 сложения и вышьем настил швом в раскол. Направление стежков вдоль носика. После того, как мы заполнили носик стежками в раскол, берем ниточку черного цвета в одно сложение и вышиваем поперек уже
стежками атласной глади. То есть перекрываем все стежки настила. И снова вдеваем в иглу нить коричневого цвета в одно сложение. И прокладываем контур, внутренний контур вдоль мордочки швом в раскол. То есть каждый последующий стежок раскалывает нить предыдущего стежка. Точно такую же линию коричневого цвета мы проложим вдоль спинки крысы. Желтым мулине в одно сложение вышьем кружочки на мордочке. Швом атласная гладь с настилом. То есть сначала вышиваем настил вертикальными стежками. А затем этот настил перекрываем горизонтальными стежками. Так эти пятнышки на мордочке получаются более выпуклыми и красивыми. Точно такие же кружочки вышьем внутри ушек крысы. Коричневым мулине в одно сложение выполним контур носика. А также контуры всех желтых кружочков. Швом назад иголку. Те кружочки, которые в ушках, мы дополнительно обошьем еще желтым мулине. Также в одно сложение и также швом назад иголку.
Теперь коричневый мулине в одно сложение. Проложим еще один ряд стежков вокруг кружочков. И еще один ряд желтой мулине в одно сложение швом в раскол. Спасибо за внимание. Продолжение смотрите в следующей части. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока!